ребят, предлагаю нам подвести некие итоги 2020 года в такой прекрасной компании и поговорить о всем, что произошло. Я к вам присоединилась гораздо позже, но начнем мы, конечно же, с января и самого начала года. Согласны? Да. Да. Ну что, все началось с того, что вы, в общем, попрощались с Ладиславом. Кто хочет рассказать, как это было, в 2 словах? Нам не нужны подробности, нам не нужна там вся драма, которая происходила, просто в общих чертах, почему это случилось, что к этому привело и какие были последствия. Кирилл, может, ты? Да, Кирилл, рассказывай, ты же был Ну, инициатор. если вкратце... Я шучу. Ну, просто были неутешительные результаты, и после конца года приняли такое решение. Вот, больше, в принципе, нечего сказать. Ну, вы в нормальных отношениях остались с Владиславом? Ну, я не знаю, я с ним, если честно, после этого не общался. Ну, понятно. Ну, то есть не было там прощальных объятий и всего остального, да? Я писал, но ответа я так и не услышал. Грустно. Ну, давайте тогда о чем-то повеселее. Элик, расскажи, может быть, как Перфекто пришел к вам, как вы остановили выбор и как вообще происходил процесс подбора 5-го игрока для вас? Но мы понимали, что нам нужен опорник, то есть мы не гнались за стар-плеером. Мы знали, что Саня будет АВП, и то есть мы анализировали, кого мы можем взять. У нас были некоторые варианты, и Илья оказался лучшим из них. Ну, то есть вы тестировали, да, разных игроков? Скорее, играли с одним игроком, но когда мы поиграли с Ильей, мы поняли, что тот игрок, с которым мы играли до этого, там разные абсолютно игроки, и нам Илюха показался более скилловый. Егор, ты помнишь этот период вообще? Насколько было волнительно эти все изменения проживать? И как вы приняли Илью в команду? Насчет волнения не помню, если честно, но... Ты уже привык, да? Ну, может быть. Пришел он, не знаю, как-то он сразу пришел, у него сразу первый лан, буквально там через несколько дней, недель. Мы прилетели на буткэмп. Мы с ним до этого много играли именно без команды, там, Faceit или Цизгл какой-нибудь, поэтому я с ним уже играл до этого и был знаком, да, легче было сойтись. И мне кажется, мы очень быстро все подружились, тем более он родился с Нафом в один день. Это важное добавление. Похожие люди, можно сказать, и быстро сошлись. Ну да, что немаловажно. Ну и, так сказать, смута закончилась, начался период более яркий и интересный. Первый турнир, кажется, Blast Pro Series, да, был после этого? GGBet, по-моему. Нет, GGBet был первый турнир. GGBet. Ну, давайте поговорим лучше про Blast, потому что он, ну, это, наверное, более значимый турнир был. Расскажите, как происходило этот турнир, и, ну, завершился для вас, естественно, победой и вообще классным результатом. Кирилл, расскажи про Blast. Ой, ну я помню, что мы переезжали в другой отель, потому что у нас было 2 подряд турнира в Лондоне, вот, и, то есть мы сыграли вот финал GGBet, на следующий день у нас уже, по-моему, была игра, и мы не особо успели подготовиться к первому матчу с Vitality, проиграли его. Но, в принципе, были заряжены дальше продолжать играть, и после этого уже готовились к матчам и сделали выводы. Потом сделали жесткий камбэк против Австралии, с которого получили, мне кажется, какой-то жесткий заряд, и потом смогли выиграть без шансов Vitality и смогли выиграть Complexity, занять первое место и закончить турнир на хорошей ноте с Ильей. То есть это был такой, мне кажется, важный аспект, чтобы, знаешь, с Илюхой прижиться, так и почувствовать какую-то уверенность, что команда может хорошо играть. Ну да, успешный дебют, так сказать. Да, да. Денис, вы долго не могли победить Астралис, и вот, мне кажется, Blast был как раз таким началом, вы обыграли именно их. Расскажи, как тебе был этот финал? Я помню, тогда были все, в принципе, заряжены очень жестко. То есть у нас был такой некий кураж, наверное. Всегда так после изменений в составе, как ты думаешь, что вот есть какой-то период, когда несетесь просто потому, что еще, ну, как вот есть такой кураж? Мне кажется, не всегда, ну, то есть кураж должен появляться из-за чего-то. Ну, мне кажется, что от атмосферы многое зависит. То есть если атмосфера будет не такая уж и позитивная, то откуда взяться куража, условно говоря. Ну, давайте посмотрим видос. Кто мы? Рожденные побеждать! А это кто сделал? Рамбус, готовьтесь. Рамбус, готовьтесь. Бомба. Найс! Найс! Я действую. Наверху не вижу темный. Купил банан. Купил 33. 3-1. Я ищу. Я пушу! Давай! Элик, я тебя люблю. Да, флеш. Найс! Все, я сгорел. Я ей сказал, Елик, я тебя люблю. Make some noise for Nami!
что, ребят, а что они кричали? Бумыч. Слеза потекла у вас по щеке скупая, потому что это лан, и мы уже не помним, как они выглядят, пожалуй. Ностальгия, так сказать. Хорошо, двигаемся дальше. Я смотрю, ностальгия, да, очень вы воодушевлены. Дальше, Катовице. Естественно, это победа, которая ознаменовала новую эру, да, все были очень сильно, ну, не поражены и не удивлены, просто рады, да, потому что это было очень крутое выступление в целом на турнире. Кажется, вы в плей-оффе вообще ни одной карты не отдали. Егор, ты помнишь, как это все было? Расскажи про Катовицу. Выиграли одну игру, потом проиграли Фнатиком 2-0, потом выиграли опять. Очень тяжело, еле-еле вышли из группы. Там на... Это с фейзами. Да, с фейзами. После того, как вышли из группы, вышли на Liquid, которым все время проигрывали до этого. Но на самом деле у нас был настрой, что мы должны их выигрывать. Они не сильно играли на тот момент, и никакого боязни там никакой не было. Мы выиграли достаточно спокойно их 2-0. Дальше были Астралис, настраивались просто на какую-то такую же игру, как на Бласте. Там, я не знаю, 3 карты, 16-14. В итоге выиграли 16-2, 16-4, по-моему. Ну, наверное, 16-5, вот это... 16-5, нет? Ну, 16-5. Ну, сторону мы выиграли 14-1, 13-2, точно помню. Ну, и для меня лично в голове было, что уже если ты так выигрываешь Астралис, то отпускать, наверное, ну, просто нельзя финал. И мне кажется, у всей команды очень хороший был, ну, майндсет, я не знаю, настрой на финал, что мы должны его забирать. Потом был финал с Г2, мы после второй уже вышли на улицу, я вижу, что Кенни и Джекс плачут, я говорю, что... Плачут? Да, парни, я уже не первый раз играю против Кенни, если он плачет, то потом мы точно выиграем. Все, это наш финал, и мы просто, третий Мираж и выиграли без шансов. Но Джекс не плакал. Джекс не плакал, Джекс его утешал, ладно, а Кенни плакал, да. Утешал. Давайте посмотрим видосы и продолжим обсуждение по Катовице. ПТ-2. Еще в упоре. Тика ВП ласт. Красный. Найс! Жестко, хорош. Давно я таких эмоций не испытывал, как будто бы победили на мажоре. Не знаю почему так. Что-то очень невероятное. Я стоял за командой и болел, как будто, ну не знаю, тут игра на мою жизнь там и на жизнь моих детей. Я не знаю, забыл, когда такие эмоции испытывал. Невероятно. А когда мы обсудили сегодня это, ты можешь, Егор, как стик, там все убивают. X7, я такой думаю, окей. И когда такая инфа, Галил есть, я такой думаю, он же быстрый. Дайте Галил. Рампа. А какой довольный, смотри. Это фулбай? Фулбай 5 СГ. Кирюха, ты удивился, да? Можно сказать, что это была ваша главная победа вот текущим составом и, может быть, там за последние 2 года, год? Конечно. Ну, я могу сказать, да, точно, потому что это вообще единственная победа для меня. Тогда мы уже пошли на спад, потому что в Катовице уже не было зрителей, к сожалению. Представляете, если была полная арена, как было бы круто, да, Кирилл? Да, тогда мы, я помню, все расстроили, что не будет зрителей. На самом деле атмосфера все равно какая-то, знаешь, огромного стадиона, пустого, хоть там и были люди какие-то, не знаю, ну, может быть, человек 100 все равно было. Там ХЛТВ работники, там организаторы и так далее. Но чувствовалась именно атмосфера просто, что это крупный чемп. Но обидно было, что без зрителей. Но ты понимаешь, что все равно куча народу смотрит твой матч. Потому что каждый день там после каждой игры плей-офф писали, что мы там бьем рекорды на трансляциях. Так и было. Катовица очень любит Нави, поэтому да, если была публика, это был бы полный разрыв, но в любом случае это была невероятно крутая победа. Давайте немножко отвлечемся. Мы за этот год поняли, что вы большие любители музыки и не раз это доказывали. Давайте посмотрим небольшой отрывок из наших влогов. Ну, я могу ее спеть, но я не помню название просто. Ну, нет, петь не хочу на камеру. И Бумыч там напевает на фоне еще. Время пострелять, пошло попадаешься, остаешься там, любимка.
Ну что, ребят, вообще мы много посмотрели о вашем репертуаре, мы даже снимали об этом целое видео, и, по-моему, даже не одно. Поэтому как вы оцените вообще атмосферу, которая в команде царила за этот год? Потому что он выдался непростым. Не было ли у вас каких-то тяжелых моментов в жизни? Ой, ну вообще, когда начался онлайн, было тяжело сначала перейти на него, потому что мы начали играть ESL Pro Лигу после готовиться прям, и у нас там не задался старт вообще. Мы какой-то были в такой плохой форме. Проиграли первых 2 матча, но потом даже 3-й матч проигрывали, уже не выходили из группы, если проиграли, вы дали какой-то камбэк там со счета, там, может быть, 13-5 или что-то такое против Форзы. Смогли выиграть у них и в итоге вышли как-то из группы 3-2. Ну, то есть такой вот, знаешь, старт онлайна был очень тяжелым для нас. И Морально и в форме игровой, да, да, ну ты и в имеешь в виду? принципе, да, тяжело было как-то вернуться. Ты вроде думаешь, что ты выиграл крупный турнир и должен сейчас быть в хорошей форме, но все переносится в онлайн и ничего не получается, и сразу, вот, не знаю, вот эта уверенность, она как-то потихоньку пропадала. Хорошо, двигаемся дальше. Потом пошел у нас EPL, очередной сезон в таком формате обновленном. И пошли небольшие будто бы спады в вашей игровой форме. Денис, расскажи, как проходил EPL для вас тогда? Я точно помню, что мы играли очень плохо, мы не могли договориться между собой во время игры. Все игроки, я думаю, просто завысили себе планку, когда мы выиграли Катовицу, да. Получилось так, что когда что-то стало не получаться, мы не смогли, так сказать, собраться, я думаю. Ну, вообще пошел такой, да, смутный период, потому что отменился мажор, появилась вот система РМР, сам РМР-турнир для вас тоже выдался очень тяжелым, ну, мы уже знаем по каким, в общем-то, причинам. Расскажи о том периоде. Вот помнишь ты, может быть, как прошел EPL и через что вы проходили, и первый РМР? Ой, да просто, как сказал Денис, был реально какой-то спад и не могли найти свою игру. Мы хотя могли даже выйти, по-моему, в финал EPL, но там как-то вторая группа у нас была, по-моему, 4 команд по 9 очков, 3 победы, 2 поражения. И так получилось, что мы по личным встречам не вышли. Вот, то есть мы там по ходу турнира все равно набрали. По-моему, во второй групповой стадии выиграли неплохие команды. Вот, но не смогли пройти. Потом первый РМР. И там, где против нас Hard Legion юзали бак-камеры всю игру. Мы тогда проиграли, и мы вышли из группы. Я помню, это было очень обидно, потому что мы не понимали вообще, как это происходит. Неужели мы в такой еще хуже форме, что не можем выйти там из группы на регионе вообще нашем? Вот. Но вы доказали в следующем РМРе, что это совершенно не так, и что все это было лишь замутнение, помутнение какое-то. Давайте поговорим о следующем турнире ESL One Кёльн, который также был перенесен в онлайн, но все-таки были надежды, что это будет LAN. К сожалению, они не воплотились в жизнь. Также небольшой спад у вас там был. Егор, помнишь Кёльн, вашу подготовку к нему, и были ли какие-то ожидания от этого турнира? Ну, изначально Кёльн это первый турнир после отпуска. Ожидания были высокие, мы, ну, естественно, хотели выиграть турнир, как и любой другой, но, наверное, повлиял факт того, что мы действительно вот период, когда началась там пандемия, вот это все мы через спад проходили через, я не знаю, очень большое количество работы, там, индивидуальной и личной, там, с Андреем и так далее. И я думаю, за счет того, что мы вот очень много работали, потом подошли, набрали какую-то форму, выиграли вот РМР, и после РМР ушли в отпуск. Все были уставшие, отдыхали, не знаю, мне кажется, просто не успели, может, до конца восстановиться как-то и набрать форму, и из-за этого такие результаты были в Кёльне. Вы уже играли Кёльн на буткемпе, да, насколько Да, я мы помню? приехали на буткемп, там пару дней буткемпа, начался Кёльн, но у нас ничего не заладилось, в итоге мы остались на буткемп еще на месяц. Хорошо, двигаемся дальше. ESL Pro Liga Season 12. Следующий турнир, и там уже вроде как все пошло гораздо лучшим образом. Давайте посмотрим небольшое видео, чтобы вспомнить хайлайты. Убил. Убил плент. Убил 22. Подходи. 7 бит. Контроль заход плент. Еще 7. Это игра, кстати, день рождения Сани был. Прекрасно. Вижу. Ковры взял. Найс. Перек убил. Найс. Добро вышел? Найс. It's not over. Не за что, братан. С днем рождения еще раз. Ну что, расскажите про EPL. Кирилл, хочешь поделиться тем, как происходили у нас дела на EPL и как все было круто? Ой, ну этот турнир, да, он начался как-то неплохо, и мы набирали вообще форму по, скажем так, как турнир шел, вот, и поставили себе цель его выиграть, дошли до финала, и этот обидный финал, который не хочется вспоминать. Да, Когда у одна вас карта было преимущества. преимущество. Да, потом на второй карте мы их выиграли. На третьей карте, по-моему, ввели 12-6.
на нюке перешли за атаку, не смогли закрыть карту. Потом на трейне, я помню, был счет, по-моему, 2-13, что-то такое, мы проигрывали. Или 14-3, да. Мы сделали камбэк до 15-15, у нас был вообще турнамент поинт, то есть мы увели 18-17 на допах. Вот, и проиграли обидную очень ситуацию. И потом все ушло на пятую карту, и, как мне показалось, там оверпас, которым, в принципе, готовы были вроде бы с ними играть, но получилось так, что просто, не знаю, все устали как-то, и вот это, может быть, повлияло то, что мы 2 карты подряд проиграли, и мы не смогли показать там свою игру нормальную на этой карте. Вот она была такая, знаешь, не знаю, на последних вздохах, так сказать. Не хватало уже сил, да? Да, не хватало сил. Ну вот в следующий раз просто мы, когда с ними уже играли, мы пикнули как раз оверпассовые карты и смогли их там победить. А вот на финале там, не знаю, прям не было как будто сил уже, какая-то вера, может быть, пропала, не знаю, вот было такое ощущение, и вот не пошло со старта, просто нас начали давить. Насколько важно правильно распределить и выстроить драфт, да, на финале Best of 5, и не так это легко, как кажется, что все равно все придется сыграть. Денис, это был самый обидный финал, который был в твоей жизни? Ну, то есть все были просто подавлены после него, очевидно. Ну, я про фанатов говорю. Расскажи, как для тебя прошел, и как тебе дался этот проигрыш? Было обидно, безусловно, но я думаю, было обиднее проиграть Vitality, потому что это произошло уже во 2-й раз подряд. И это такой тревожный звоночек, нам нужно понять, почему так происходит и как от этого избавиться. Егор, я помню, ты говорил, что это как раз был один из лучших финалов в твоей жизни, да, в одном из наших влогов, потому что это была очень крутая игра. Ты придерживаешься этого мнения до сих пор? Ну да, вряд ли бы я его изменил. Да, финал был классный. Не знаю насчет того, самый ли это обидный. Уж, наверное, думаю, нет. Если взять финалы мажора, они пообиднее будут. Ну и был еще один финал, кстати, тоже есть в Pro League, и он примерно так же закончился. Так же там 2-0, 3-2 мы проиграли, помню, Fnatic и ESL Pro League 2015 или 16. Был самый обидный финал. Там 16-14, на 14 первые 2 карты проиграл, потом выиграл 2 и проиграл 5. Хорошо, двигаемся дальше. Blast Premier Fall 2020. Давайте посмотрим видео с этого турнира. Хорош. Хорош, Сань. Да, вы чё? Между, Сань. Бом! Ковра не вижу. Кон не вижу. Ещё. 90. Подвал убил, подвал крысу. 90. 90 без армора. Найс, Саня. Найс. Ой-ой-ой, как красиво. Вот это пиздец. Он красный, бро. Второй. Хорошо. Подпрыгни. Хорошо. Вот она, ну Подпрыгни. Хорошо. Хорошо. Найс! Хорош. Хорош, Илья. Blast Premier Fall 2020. Егор, расскажи нам, как прошел для вас этот турнир, что он значил для вас? Ну, первой целью для нас было выйти из группы. Мы выиграли, по-моему, Непов, проиграли OG, играли с Mad Lions, выиграли их. Потом опять проиграли OG за выход с 1-го места. В итоге вышли со 2-го. Конечно, не очень хорошо проигрывать OG 2 раза, но главные задачи выполнили, вышли из группы и вышли, не попадаем в шоу-даун, а вышли в это Premier Fall Finals. Вот. Это была наша главная цель, поэтому, можно сказать, мы ее выполнили, но с ошибками, не знаю. Так, давайте поговорим о следующем турнире. Интересный финал, за которым тоже очень много людей следило. Intel Extreme Masters Beijing. В финале вы проиграли команде Vitality. Вы играли по домам, сидя. Vitality сидели на буткемпе. Там было огромное количество людей просто вокруг. И казалось, что это очень сильно их заряжает. Денис, что скажешь? Подобная атмосфера, она может повлиять на общую форму команды вот внутри игры? Либо это просто вот... Это никак не повлияло на ситуацию? Ну, мне кажется, повлияло то, что они могли быть на буткемпе просто. И когда ты просто играешь на буткемпе, зачастую это более эффективно, нежели чем ты играешь дома. Ты видишь своего тиммейта, видишь его экран условно, и, ну, как-то проще законнектиться друг с другом. Кирилл, что скажешь по этому финалу против Vitality? И расскажи, как он проходил для вас. Наверное, все-таки да, обиднее было проиграть вот этот финал, чем Астралис, потому что здесь было Best of 5 тоже, и тут не было карты преимущества. Мы смогли выиграть первые 2 карты, вот, и потом опять все пошло просто по накатанной как-то. Не знаю, проиграли 3-ю, проиграли 4-ю. 5-я вроде собрались. Я не знаю, я там сказал такие подбадривающие слова, потому что я понимал, что в прошлый раз мы проиграли тоже со счета там
Ну, то есть 2-0 вели, и тут то же самое происходит. Я не знаю, я вот в тот момент думал, что сказать команде, как себя вообще, не знаю, не то что замотивировать, как бы я был мотивирован выиграть, но, не знаю, какие-то подбадривающие слова, чтобы вот начать карту с каким-то зарядом. Вот, и я их произнес, но просто началось все с пистика, который мы отдали за его 1 в 3. Не знаю, не доиграли этот момент. И вот, не знаю, это, мне кажется, один из переломных моментов того финала был. Ну, именно на 5-й карте. Вот. Ну и дальше очень горькое поражение, про которое не хочется даже, если честно, вспоминать. В целом, ты за Best of 5 финала или против все-таки? То есть просто нужно уметь к ним подготовиться, либо вообще Best of 5 в CSGO неправильно проводить? Ну, не знаю, мне кажется, Best of 5 финал это, в принципе, неплохо, но в онлайне, не знаю, мне кажется, Best of 3 лучше играть. Вот на ланах Best of 5 это прикольно играть, реально, когда ты проходишь через трудности, лан-атмосфера, крупные турниры и так далее. А Best of 3 в онлайне как-то, мне кажется, попроще играть просто для игроков. Ну, тяжело действительно подготовиться ко всем картам, ты на какие-то карты опираешься, там, то есть на свои пики больше. Это действительно там выявляет сильнейшего в Best of 5, то есть какая команда лучше подготовлена, какая команда там на дистанции, там, 5 карт, допустим, если они будут сыграть лучше. Ну, то есть я, в принципе, и за тот формат. Хорошо, давайте поговорим о последнем Бласте. Денис, расскажи, как турниры в декабре для вас проходят, в частности, Бласт? Да не очень. То есть мы не показали должного результата все равно на последнем турнире. Как мне показалось. Мы могли сыграть гораздо лучше. Игра против Астралис была вот в этой вот лузерах. Мне кажется, мы могли ее сыграть гораздо увереннее. То есть, ну, не допускать вот этих вот ошибок. И уже, мне кажется, что если бы мы дошли в финал, то у нас были бы большие шансы. Мне казалось, что мы психологически готовы. Егор, как думаешь, что тогда не пошло? И против Астралис, в частности, в нижней сетке, и в целом, как тебе этот турнир? Ну, турнир в целом, если брать именно сам турнир, то он хороший. Организация была всегда класс все делает. Печально не пошло с игры с верхней сетки, с Виталити, где мы 2 раза проиграли на допах. Совершили, на самом деле, достаточно такие, ну, банальные какие-то глупые ошибки, и за них поплатились. Проиграли 2 раза, упали в нижнюю. Настрой был, мне кажется, хороший. Выиграли Фурию. Что-то произошло в тот день следующий. Не знаю, почему мы так выступили. Почему проиграли достаточно сильно, так Астралис даже не поборолись, хотя до этого все время были там close games. Как-то именно, может, плохо настроились. Не знаю, может быть, они перенастроились на нас. Как-то у них слишком рвение было именно нас победить. Потому что они, ну, видно, как они играют прямо по игре. Они понимают, что команда редко вообще... Мне кажется, мы единственные, кто так часто их выигрывали в этом году просто. И у них именно такой, ну, нас... Ну, точит зуб, да. Девайс там, по-моему, написал в Твиттере даже что-то сладкое месть или что такое после матча. А у вас зуб на Виталити, да, я так понимаю? Ну да, у Всё-таки нас на других. к концу года. И сразу после этого Intel Extreme Masters Global Challenge, который идет прямо сейчас. Как вообще вы чувствуете себя? Не устали ли? Players Break уже вот он виднеется на горизонте. Денис, как ты себя чувствуешь сейчас? Вот физически, морально. И как команда, думаешь, чувствует себя в конце года? Морально и физически я себя чувствую отлично. Не устал? Скажем так, я готов еще сыграть несколько турниров. Хорошо, давайте подводить итоги, в принципе, года. На данный момент, на момент съемок этого видео, вы занимаете 3-е место в ХЛТВ. Естественно, старт этого года был для вас хуже, да, кажется, на 9-м месте вы начинали. То есть явно прогресс есть. Давайте поговорим о том, как вы в целом пишете 2020 год, свои результаты, с каким настроением заканчивается этот прекрасный 2020, прекрасный в кавычках, год. Кирилл, что скажешь? Ну, для меня он в плане прогресса, я бы выделил его, потому что вообще в этом году я выиграл свой первый большой турнир, как ИГЛ. Потом все перенеслось, конечно, в онлайн, и этот год был тяжелым, но в любом случае, я думаю, каждый игрок, и я как игрок, и как капитан, много просто узнал за этот год, много ситуаций уже. То есть просто получил опыт, и я бы сказал, что продуктивный год. Егор, этот год заканчивается тоже такими событиями интересными в плане того, что у вас появляется, я так понимаю, 6-й игрок в лице Бита. Потому что мы видим, что Vitality активно пользуется этой опцией, и
вроде бы успешно, об этом все больше и больше разговоров. Что ты скажешь об этом феномене, и будет ли в 2021 году это нормой вообще, в принципе, в CSGO на сцене? Не знаю насчет того, станет ли это нормой какой-то, потому что сейчас нет ланов, и никто никогда не делал это на лане, и не знает, как это будет работать. Ну, как минимум в онлайн-период это хорошая идея, и работает, как видно, в Vitality. Ну, просто разгружаешь одного человека, ему становится легче, потом нагружаешь сильно другого человека, у которого всего одна карта, и получается у него фокус только на одну карту. 4-5 команд есть, у кого там 6 игроков, но активно используют это только мы, Vitality и Astralis на одной карте. Думаю, что, наверное, больше да, чем нет, но на лане я не знаю, будет ли это нормально, и нужно еще подождать какое-то время, до конца года, наверное, следующего, и уже посмотрим. Денис, хотела тебя спросить об этом, о 6-м игроке, о Бите. Как ты относишься к этой идее? Комфортно ли вам в таком формате играть? И будет ли это продолжением, по крайней мере, в эпоху онлайна, которая пока что не спешит заканчиваться? Мне кажется, в любом случае покажет время, да, как это будет работать. Осталось только понять, как правильно развивать эту структуру и в каком направлении правильнее двигаться будет. Последние новости. Мажор был отменен. Мы не увидим его в ближайшее время в 2021 году. Это, конечно же, всех нас дико расстроило. Кирилл, где искать мотивацию? То есть понятно, что для всех игроков победа на мажоре это является некой целью и там пиком карьеры. Что делать в 2021 году без мажоров? Расстроились ли вы и как относитесь к этому? Или, в принципе, уже привыкли, что мы живем в такое время, мажоров нет, и, в принципе, просто относимся к каждому турниру как к важному? Ну, мне кажется, что это очень грустно, что мажоров не будет. И, в принципе, лан-турниров первые, там, не знаю, наверное, месяцы 21 года, как минимум со зрителями. Но нет такого, знаешь, что мажор отменили, и все, мотивация куда-то пропала, потому что существует огромное количество других турниров, которые можно выиграть и занять первую строчку в рейтинге, стать лучшей командой мира, закрепиться и, в принципе, выигрывать также другие турниры. Я могу сказать, что мы с периода вот ESL и до нынешнего момента сделали прогресс. В онлайне нам стало играть проще немного. И надеюсь, что в следующем году уже мы будем адаптированы к этому и сможем показывать еще лучший результат. Главное, чтобы не пришлось учиться вновь играть на ланах. Но я думаю, знаешь, такого не произойдет. Я думаю, на ланах, наоборот, так все соскучились. То есть, если, знаешь, ты раньше играл на лане и думал, блин, если все перейдет в онлайн, как плохо, то сейчас ты думаешь, блин, если сейчас вернуться в ланы, то наоборот, как круто. Потому что ты соскучился, ты уже столько там отыграл. Не знаю, что наоборот хочется. Было много и хорошего, и плохого за этот год. Давайте тоже посмотрим на небольшое видео для того, чтобы окунуться, может быть, немножко в атмосферу того, что происходило. Ну не надо это снимать. Я только за то, чтобы это выложить. У нас, если нет кондиционера, то достаточно тяжело играть в таких условиях. У вас нет кондиционера? Ну да, нет. Егор, купи кондиционер. У Егора нет кондиционера. Если сам, то сам смотри. Ну что, ребят, давайте поздравим наших дорогих зрителей с Новым годом, потому что не только Players Break впереди, но и, конечно же, Новый год. Егор, что бы ты хотел пожелать всем фанатам, всем, кто посмотрит это прекрасное видео? Ну, не знаю, с наступающим. Желаю здоровья, счастья, любви, болеть за Нави, добиться всего, чего вы поставили. Ну, я могу сказать, что, я думаю, для многих людей этот год выдался непростым по разным причинам. Пандемия у кого-то там, не знаю, с работой проблемы, не знаю, сейчас болезнь тоже, опасно выходить на улицу и болеть. Могу всех поздравить с наступающим и пожелать здоровья близким, и чтобы вы были аккуратны, и, в принципе, чтобы все было хорошо, потому что, мне кажется, здоровье — это одно из самых главных в жизни. И сейчас с пандемией, с этим проблемы, так что просто хочется, чтобы все были здоровы и счастливы, и провели этот Новый год с близкими. Спасибо. Денис, давай тоже поздравления нашим фанатам. Пару слов, пожалуйста. Всех с наступающим Новым годом. Всем желаем счастья от имени нашей команды, здоровья. Год выдался действительно непростым. Давайте надеяться, что следующий год станет лучше, ярче, и мы будем радовать вас большими победами.
Прекрасные слова, друзья. Спасибо большое, что окунулись вместе со мной немножко в прошлое. Мы оценили, посмотрели все, что с нами происходило. Хороших вам праздников, ребят. Я надеюсь, что вы тоже проведете их с близкими и дома, в кругу семьи, в кругу тех людей, которых вы любите. Поэтому с Новым годом, с наступающим. Всем спасибо, что, друзья, посмотрели это видео. Ставьте лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал Нави и на соцсети ребят. И всем хорошего Нового года. Пока.